Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать про один уникальный, хороший и самый лучший антистрессовый препарат. Буквально недавно, вот в этом видео, я вам все подробно рассказала, какие случаи бывают у орхидей, когда случается именно стресс. И также в комментариях мне было написано о том, что Лена, чепуху здесь всякую разную молоть, именно про стресс не нужно. Зайдите вот на этот канал, посмотрите вот это видео, и там блогер все вот прям рассказывает, что не существует стресса у орхидей. Давайте договоримся и будем делать так. Если вы решили смотреть меня и принять мой опыт, не нужно мне говорить, что смотреть, где смотреть. Мне что необходимо, я сама для себя беру информацию. Мои наблюдения, они являются таковыми. Я вам их рассказываю. А то, что вы где-то там посмотрели, у кого-то где-то там приглянули, это не говорит о том, что вы это умеете делать. Изначально вам необходимо на своей личной шкуре, на своем личном опыте убедиться в том, что у орхидей стресса не существует. Тогда вы мне можете об этом написать и со мной поспорить. Это мои наблюдения. И орхидеи начинают вести себя, но других никаких на это причин нет, кроме того, как стресс. Поэтому будьте объективными, и чужой опыт, не приняв его на себя, мне здесь высказывать не нужно. Мною изо дня в день проделывается большая работа именно в уходе за орхидеями, наблюдением. И я не хочу как-то своими советами и своим видео вам навредить. Я считаю, что я в массу несу только лишь пользу. Сподвигнуло меня на данное видео именно вот эта орхидея. Сейчас поближе вам ее покажу. Она изначально сидела в посадке с воздушными корнями. Полностью обновилась, потому что была гниль. Изначально можете посмотреть про нее вот здесь. Все, она здесь сидела. И для того, чтобы не случилось у орхидеи никакой корневой гнили, я буквально раз или два делала ей профилактику привикуром. Все стабильно, смотрю, все нормально. Далее адаптировалась вот на этом реанимационном окне. И я также стала замечать, что у нее пошел новый рост. Теперь думаю, для чего мне ее здесь держать? Места и так здесь мало. Отправляю тебя на другое окно. И перед тем, как поставить на другое, я ее пролила вот этим замечательным и удивительным препаратом. Это не реклама производителя. Со мной никто не сотрудничает. Просто я его нашла, я его стала использовать на своих орхидеях, и он мне помог. Изначально, прежде чем отнести на то окно, пролила с радифармом орхидейку. Посмотрите, какой у нее результат. Пролив только лишь единожды, и через 2 дня начала орхидея обрастать корнями. При этом продолжает наращивать новый листик. И с другой стороны также замечаю, что вот здесь вот набухает место. Также там скоро появится новый корешок. Это я сделала лишь только для того, чтобы орхидея не стрессанула. Когда вы переносите их на другие места, случается стресс. Чтобы ей было легче адаптироваться, легче переносить именно те условия, в которых вы их поставили, лучше изначально произвести полив с антистрессовыми препаратами. Изначально также я антистрессы всегда стараюсь использовать вот у таких орхидей. Да, это у меня пришла почта. Изначально корневая была все хорошее, нормальное. И перед тем, как мне начать первый полив, также я и в полив добавила именно радифарм. Но здесь по прошествию времени уже, в принципе, она у меня где-то с апреля предыдущего года, как находится у меня. Все, полив произошел раза 2-3, и корневая у нее заполонилась полностью. Вот это все, что здесь обросло. Плюс к тому я ее после того, как заметила, что рост корней идет, сделала ей вот такую стимулирующую посадочку на наращивание корневой системы. Все идеально разрослось. И орхидея не поняла,
того момента, что я ее пересадила. Сейчас картина с корневой системой у нее, ну, есть местами, конечно, растущие корни, но в основе они закукленные. Ничего страшного, пусть стоит и пусть отдыхает. На данный момент ничего к ней не применяю, только лишь полив с обычной водой. И давайте глянем вот на эту орхидею. Мне ее подарил муж тоже по весне прошлого года. Сейчас она собирается цвести, будет ее второе домашнее цветение. И перед тем, как мне ее тоже вот принесла домой, и в первый полив я ей добавила Редифарм. Орхидея также не поняла смену условий, и корневая продолжает сейчас свой рост, но изначально вообще было все идеально. Никаких корневых гнилей с ней не случилось. Она как пошла в рост, так и до сих пор продолжает наращивать свои корешочки. Теперь, конечно, к ней уже радифармы я не применяю, потому что она собирается цвести. Здесь использую только лишь удобрения. На примере вот этих трех, их, конечно, много очень вариантов, когда можно применить антистрессовый препарат. И он используется, как говорит сам производитель, способствует быстрому преодолению стресса при пересадке. Когда у вас происходит первая пересадка и корневая система идеальная, в самый первый полив и во второй полив, но максимум в третий его можно использовать. В таких случаях, ну вот как у меня, пересадка пришла почтой, посылкой, покупка, вот только лишь тогда я его использую. Давайте посмотрим на данную орхидею, которая стоит у меня на передержке от моей подруги. Она, ну, адаптируется в принципе нормально, но к ней я Редифарм применять не буду и даже любые антистрессовые препараты. Потому что, посмотрите, у нее есть местами испорченные корни. Они такие при покупке изначально и были. И в данный момент лучше всего использовать, ну, либо биологические препараты какие-то, фунгициды, такие как триходерма вириды, субтилиус бацилиус, либо же привикур. Но это препараты, которые есть у меня, я вам о них говорю. Как только я стану замечать, что вот видите, вот этот корень, он еще гниет, вот здесь портится, все равно маленечко уходит по корню. Сейчас только лишь фунгициды. Как только я замечаю, что перестает идти грибковость, корневая гниль, только потом можно использовать какие-то стимулирующие, но такие же, как Редифарм, чтобы не увести орхидею в стрессовое состояние, и чтобы она подольше процвела. Вот эта орхидея недавно у меня после пересадки, в этом видео про нее можете посмотреть, это мой Surf Song. Пересадила я ее, получается, ну, практически месяц назад по причине корневой гнили. Не досмотрела, не долечила, моя вина. Сейчас его восстанавливаю. И сразу же сделаю обзор. Посмотрите, у нее корневая система не совсем стабильная. Местами вот корень подпорченный, вот подпорченные. Корешочки, они плоховатые есть. Сейчас можно было бы добавить ей Редифарм как антистрессовый препарат после пересадки, но нет. Я вижу, что корневая система, она у нее нестабильная, и мне ее нужно лечить. Как всегда говорю, если болеет, лечим. Как только пролечилась, восстанавливаем. И уже когда весь уйдет этот гнилостный процесс, только потом я могу ей дать Редифарм. Но Редифарм я всегда стараюсь давать при первых пересадках. И если сейчас вот ее ситуация, пролечу ее фунгицидом, корневая будет стабильная, я в таком случае, наверное, буду использовать янтарную кислоту. Радифарм, конечно, можно будет подлить, но его лучше использовать после пересадки, в первые поливы. Давайте сразу же совершим ей второй полив, чтобы корешочки еще больше подросли и начали свой идеальный, быстрый, жизненный цикл. Полив ей нужен, потому что вот я смотрю внутри грунта, мох он у нее уже подсыхает. Я ориентируюсь в посадке в этой вот по мху. Корневая система растет.
также туда уходит вглубь. Мне все нравится. Ранее у меня был Экофуз, и осталось буквально здесь 2 миллилитра. Я его тоже использовала как антистрессовый препарат. Производитель прям так и писал. Но сейчас у меня его нету, а есть только лишь Радифарм. Расход у него 1 миллилитр на литр воды. Но литр воды для такой орхидеи это будет много. Использовать всего лишь буду 0,5 миллилитров на 500 миллилитров воды. Вот прям отмеряю 0,5. Хорошенечко его перемешиваю и уже добавляю в полив. Орхидею я по-прежнему стараюсь увлажнить именно верхний слой мха. До сих пор еще никак не могу поливать ее нормально, то есть методом погружения. А все лишь потому, что сидела тоже и думала, а если мне тебя погрузить? Но компоненты у нее влагоемкие, и вот такого вот пролива орхидеи пока на данный момент вполне хватает. Кстати, вот заострю ваше тоже на это внимание. Многие до сих пор не понимают, как поливать орхидею. Смотрите, у нее с момента пересадки ни разу не было именно полива методом погружения, а все лишь потому, что внутри грунта находятся воздушные корни. Этот момент обязательно учитывайте, потому что воздушные корни, они не приспособлены работать в грунте, и они не знают, не умеют, не понимают. Постепенно приучайте их к поливу и к воде. Все, как только вы начали замечать, что у орхидейки начинается у воздушных корней рост новых, только лишь тогда можно будет погружать. Опять же, смотрите на тот момент, что насколько влагоемкий сам грунт и компоненты. Кора у меня орхиата, она вообще бывает разной. Либо вы укладываете просто в кору, либо мох. И чем грунт имеет наибольшую влагоемкость, тем меньше воды им нужно давать, дабы не загноить корневую. И вот смотрите, по ней я наблюдаю. У нее погружения ни разу не было, но вот этого пролива ей хватает. А все лишь потому, что листья в отличном идеальном состоянии. В первую очередь это именно листья, индикатор ее здоровья. Как только я бы, если начала замечать, что они морщинятся, они портятся, это говорит о том, что при этом корневая система хорошая, здоровая, и это говорит о том, что такого полива ей не хватает. То есть уже ориентироваться по грунту не буду, а только лишь по самой корневой системе. Ну и в принципе сейчас, скорее всего, уже так и буду продолжать ее только лишь проливать. Замечу, портится, не хватает, только тогда погружаю. Думаю, что этот момент вам понятен. И вот сейчас в поливе я стараюсь увлажнить. Верхний-то грунт, верхний слой он обязательно увлажнится. А именно вот здесь вот мох, как только весь намыкает, все, это говорит о том, что данного полива, пролива, микрополива ей хватает. Когда у вас вот такие орхидеи, только пересаженные, либо идут на восстановление, наращивают корни и листья, только лишь сейчас необходимо давать им различную стимуляцию, то есть придавать сил. Я лично для себя выявила этот Радифарм. Он мне нравится. В наличии есть, Почта России могу отправлять. Кто-то из блогеров отозвался, так скажем, нелестно про этот препарат, и типа смысла тратить деньги на него нет. А я считаю, что есть, и он очень хорошо помогает. Если вдруг вы решите мне давать свои советы, то это должен быть ваш опыт. Это не должен быть опыт какого-то блогера. Изучите сами изначально орхидеи, только лишь потом начинайте что-то советовать. Конечно, я не говорю о том, что писать мне здесь, и ваши там советы мне вообще не нужны. Нужны. Порой читаю, порой беру во внимание, и мне это также необходимо. Убедившись вот на этой орхидее, что перенеся ее на другое окно,
Теперь она не чувствует ничего, дай бог, у нее все стабилизируется, нормализуется, и она прекрасно, отзовется на новое местоположение благодаря радифарму. Сейчас второй полив, и третий полив также будет с радифармом. 3, буквально хватит. Далее замечаю, что у нее все стабильно, нормально, и рост корневой системы идет, и можно его будет применять, давать, где-то вообще препараты рекомендуют давать раз в 10-14 дней. Либо использую дальше радифарм, либо могу, мне нравится HB101, интерная кислота, циркон, менять их можно даже между собой. И вреда от этого орхидеи точно не будет. Как только заполонит весь горшок корнями, все будет идеально здоровое, мощное. И замечаю, что уже эта орхидея, на примере этой, готова к цветению. Посмотрите, сколько корней, посмотрите, сколько листьев. Сейчас можно такие орхидеи удобрять. Но опять же, к этой не советую, потому что мало активных корней. Если у вас, такая же ситуация, как у этой орхидеи, ранее вам показала, видите, здесь активный всего лишь один корешочек. Она находится в спящем режиме. Такие орхидеи я ничем не стимулирую, я ничем не удобряю абсолютно. Сейчас начнется весна, сейчас будет все пробуждаться, и как только она сама пойдет в рост, возможно, я ей дам удобрение, стимуляцию, но стимуляция, но тоже ей ни к чему. Потому что, стимулируя орхидеи, мы их в первую очередь стараемся адаптировать к своим домашним условиям. Мы им стараемся придать сил и энергии, благодаря чему они прекрасно растут. Все разрослась, все нормально. Пусть теперь отдыхает. Думаю, что данное видео вам было понятно, интересно. И на своем личном опыте я имею право давать вам такие советы. А прислушиваться вам или нет, это уже решайте сами. Всем всего самого доброго, всем пока.